Друзья, у микрофона Александр, я всех приветствую. Сегодня вашему вниманию очередной обзор на звукоусилительную систему. На сей раз это Behringer Europort PPA 2000 BT. Устраивайтесь поудобнее, начинаем. И начинаем мы с того, как выглядит эта система в собранном состоянии, сколько весит, как транспортируется и как разбирается. Итак, комплект представляет собой вот такой потрясающий чемодан-кейс весом 31 кг. Эта цифра абсолютно не должно никого смущать, поскольку от автомобиля до места выступления вам не придется тащить этот кейс на себе. Пара надежных и крепких колес с легкостью решает эту задачу. Следующий пункт – это подготовка к работе. Для того, чтобы разобрать этот комплект на составляющие, нам необходимо вскрыть 3 замка. Один сверху и 2 снизу по бокам. Наконец, легким движением руки чемодан превращается в активный микшер и 2 акустические системы. Мы установили колонки на 35 мм стойки, и теперь наша задача подключить их к микшеру. Кстати, всю необходимую коммутацию, а именно 2 кабеля для колонок длиной по 6 метров, аудиошнур, а также динамический микрофон XM1800S, микрофонный кабель XLR и держатель к микрофонной стойке, мы находим вот в этом грамотно придуманном и аккуратно сделанном отделении на задней части пульта. Подключаемся и продолжаем. Сейчас вы слышите, как звучит динамический микрофон XM1800S, который входит в комплект. Он имеет суперкардиоидную диаграмму направленности и диапазон частот 80-15 тысяч. Теперь переходим к колонкам. Голос будем писать вновь в студийный микрофон, поскольку в микшере есть фантомное питание и грех им не воспользоваться. Итак, колонки. Каждая имеет 10-дюймовый вуфер, который дает ударные низкие частоты и отчетливые средние, и компрессионный динамик с алюминиевой диафрагмой диаметром 1,35 дюйма. И как этой паре с такой скромной начинкой удается разогнаться до 2000 Вт в пике, остается загадкой. Кроме того, если вам необходимо усилить бас, то для этого можно подключить любой активный сабвуфер через выход на передней панели микшера. Ну а теперь переходим к центральной единице комплекта. 8-канальный микшер со встроенным усилителем мощностью 2000 Вт. В самом низу презентуется вся начинка пульта. Знакомимся. Мощность 2000 Вт, наличие Bluetooth, система беспроводного подключения микрофонов Ultralink, Multi-FX процессор Clark Technic, система подавления обратной связи и микрофонные предусилители IMP. Моноканалов 4. Они на XLR и джеках, плюс первые 2 оснащены встроенной системой беспроводного подключения для серии цифровых микрофонов Ultralink ULM. Правда, пока никто не видел этих микрофонов, но то, что огромное количество оборудования, выпускаемое Behringer'ом, начиняется этой функцией, говорит о том, что рано или поздно мы должны будем все-таки увидеть эти самые Ultralink ULM. Помимо всего прочего, каждый моноканал заряжен высококачественными микрофонными предусилителями IMP и имеет переключаемый режим PAD, который при надобности уменьшит сигнал. Стереоканалы традиционно на джеках и дублируются RCA разъемами. Теперь поднимаемся наверх и знакомимся с управлением каналами. Двухполосный эквалайзер, громкость эффекта, панорама-баланс и уровень громкости канала. А сейчас слушаем изменения высоких частот от минимума до максимума и то же самое с низкими. Полное отсутствие и предельный максимум. Помимо 2 полос на каждом канале, пульт имеет стереофонический 7-полосный графический эквалайзер с системой обнаружения обратной связи. Достаточно нажать вот эту кнопку, и в случае присутствия нежелательной частоты загорится светодиодный индикатор на соответствующем фейдере эквалайзера. Все, что нужно будет сделать, это понизить фейдер и тем самым избавиться от обратной связи. Рядом управление общей громкостью, селектор выбора режимов Left, Right, Main, Main
И чуть выше встроенный процессор эффектов Clark Technic. Он 24-битный и имеет 100 пресетов студийного класса. Давайте услышим некоторые из них. С 0 по 29 номер реверы. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. С 30 по 54 дилеи. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. С 55 по 78 эффекты модуляции. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. С 79 по 93 группа мультиэффектов. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И в финале всего группа специальных эффектов. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь пару слов о коммутации. Стереофонический AUX-вход на двух моно-джеках и стерео-мини-джеки для подключения внешних устройств, гнездо для педали включения-выключения эффектов, выход для подключения сабвуфера и общий выход на разъемах RCA, с которого мы и берем сигнал для записи. В финале всего включение фантомного питания и главная фишка – Bluetooth. Нажимаем кнопку сопряжения с устройствами, подключаемся к системе и стартуем. Но прежде надо сказать, что управляется звук ручками каналов 7-8. По-моему, ничего не упустили, все показали и обо всем рассказали. Время подвести итог. PPA 2000 BT имеет все, что нужно для озвучивания средних и большого размера помещений, обладает прекрасным качеством звука, быстро и легко устанавливается. К ней одновременно можно подключить полный набор инструментов, который может понадобиться для работы на многих частных и корпоративных мероприятиях. Мы рекомендуем и надеемся, что наши обзоры помогают вам сделать свой выбор. До новых встреч!